Друзья, всем привет! Хочу показать неплохой экземпляр. Это Audi Q7 с большим пробегом, который к нам приехал на Part Exchange в эти выходные. Купили у нас BMW 7 серии и отдали взамен вот такую Q7 S-Line. Машина черного цвета, пробег 156 тысяч, это мили, чуть больше 200 тысяч километров. Но состояние машины, я вам сейчас покажу, вы будете приятно удивлены. Только сегодня мы сделали полностью химчистку. Давайте начнем с багажника. Машина 16 года. Как вы знаете, все Q7, они семиместные. Здесь настройки по сидушкам. Вот, пожалуйста, демонстрирую, что они работают. Одна. Вторая. Здесь пластик чуть пошарпанный, но у машины пробег, не забывайте, больше 200 тысяч километров. Багажник работает. Так, диски в отличном состоянии. Колеса стоят Goodyear. Спереди, сзади Goodyear, спереди Pirelli. Состояние салона. Комплектация такая очень бедненькая. Ничего в принципе нету, кроме заднего климата. Панорамы нету. Босс нету. Пепелка. Вот эта штучка не работает. Что мне нравится у Audi, как приятно закрываются двери. Смотрите, какой звук. Очень приятно. Электрические сиденья. Вот это сочетание кожи и алькантары я, кстати, не очень люблю. Была бы кожа на коже, было бы как-то приятней. Но по кузову нареканий никаких нету. Есть такие точки. Вот видите, здесь. Здесь красили уже капот. Ой, красили и бампер. Кстати, так очень плохо покрасили. Такие точки. В целом состояние неплохое. Сейчас покажем состояние сидений. Смотрите, 156 тысяч. В каком состоянии сиденья. И, кстати, человек такой, который привез ее, был не очень маленький, был такой крупный мужичок. Но состояние, видите, сидушек отличное. Здесь все кнопочки не покоцанные. Здесь алюминий целый. Состояние руля отличное. Здесь тоже алюминий не покоцанный. Это проблема у Audi, вечно покоцанная. Такое состояние, я считаю, что твердую семерочку можно ставить. Стас, как ты оценишь состояние этой Q7? Что? Как ты оценишь состояние Q7? Нормально. Ну, по десятибалльной... А я слышал, ты 7 поставил. 7, да? Ты тоже сказал бы, да, 7? Не, я не знаю, Ну, 7, хорошее состояние. 150 тысяч миль, супер. Вообще, да, только бампер только крашеный был, там такие точки, все, больше вообще ничего нет, да. А и задний бампер был крашен. Ну, это ерунда. Сейчас открою вам капот. Вы послушайте двигатель. Как он здесь у Audi открывается. Все по красоте. За машиной видно, что ухаживали. Кстати, я не мыл под А не мыл, а вот видите, даже не мыли. Вот в таком состоянии приятно получить автомобиль, что мыть под капотом не нужно. Здесь только пластик чуть отошел. Вот видите, это значок, что человек кто-то ездил в немецкие автобаны, клеили ему. А клиент вообще-то сам из Албании. Судя по этому значку, мне кажется, он даже на ней ездил в Албанию, и последний сервис он делал в Албании. Вот предпочел албанец семерку. Говорит, что коробка в семерке гораздо лучше у BMW, чем это. У Кьюшки она такая, задумывается при приключении. Хотя здесь 280 лошадей.
Сейчас заведем, вот, смотрите, состояние, да? Но вот не скажешь, что у машины 156 тысяч. Здоровый звук. Все работает, кондиционер работает, камеры нету, парктроники работают, кондей в порядке, тоже работает. Сейчас проводит заключительный этап по подготовке автомобиля. Пока она помыта, делает тачап. Здесь мы, к сожалению, ничего придумать не сможем. Но вообще состояние машины, как я сказал, заслуживает внимания. Тарахтит тракторочек 3-литровый. Отвага. Она выглядит симпатично, да, вот черный на черном. Хотя кузов этот старый уже, но выглядит она довольно-таки бодренько. Что, взял бы такую, Стас, себе для семьи? Взял бы, да? Ну, комплектация, типа, хотелось бы пожирнее. Ну да, хотя бы люк или кожа. Хрен с тем люком, но хотя бы кожа, чтобы была. На камеру. На камеру можно... Музыка какая есть, хоть музыка? Да, музыка там топовая стоит. Топовая, да. Топовая, да. Топовая, знаете, что топовая музыка от аудио, это когда вообще ничего нету. Это значит, что вы всех обманули. Вы убрали все шипзики, эти там бассы, бавер, шмавер, и просто поставили, значит, всех обманули. А так она едет приятно, она очень мягкая. Она очень мягкая. Сейчас проводит заключительный этап по подготовке автомобиля. Пока она помыта, делает тачап. Здесь мы, к сожалению, ничего придумать не сможем. Но вообще состояние машины, как я сказал, заслуживает внимания. Тарахтит тракторочек 3-литровый. Отвага. Она выглядит симпатично, да, вот черный на черном. Хотя кузов этот старый уже, но выглядит она довольно-таки бодренько. Что, взял бы такую, Стас, себе для семьи? Взял бы, да? Ну, комплектация, типа, хотелось бы пожирнее. Ну да, хотя бы люк или кожа. Хрен с тем люком, но хотя бы кожа, чтобы была. На камеру. На камеру можно... Музыка какая есть, хоть музыка? Да, музыка там топовая стоит. Топовая, да. Топовая, да. Топовая, знаете, что топовая музыка от аудио, это когда вообще ничего нету. Это значит, что вы всех обманули. Вы убрали все шипзики, эти там бассы, бавер, шмавер, и просто поставили, значит, всех обманули. А так она едет приятно, она очень мягкая. Она очень мягкая. Вот такой автомобиль появился у нас на продажу. Если вы смотрите нас с Великобритании, обращайтесь, вся информация в описании. Стоимость этого автомобиля будет 14 950. Всем спасибо, кто смотрел. Лайкайте, комментируйте.